Приветствую вас, мои дорогие, с вами Ева, и вы на канале Ева Оракул и Таро. Сегодня на колоде Золотое Таро Арт Нуво, в этом историческом месте, в историческом отеле, который был открыт Маргарет Тэтчер в 1993 году, будем смотреть ваша сила, ваша как бы такая женская власть, чем она притягательна, или может быть она отталкивает мужчины, поэтому вы не можете притянуть именно своего мужчину. В общем, сегодня будем смотреть эту тему очень важную, очень мощную на Золотом Таро, которая как нельзя лучше резонирует вообще с этим местом, в этом отеле, в лобби. Сейчас я вам покажу, где я нахожусь, чтобы вы вдохновились этим пространством. Кстати говоря, вот здесь вот прям вот где там, ой, вот тут вот висит табличка, что этот отель в 1993 году был открыт Маргарет Тэтчер. И сегодня это вдохновение пришло из потока как раз вот под эту тему. В общем, начинаем. Как обычно, выбирайте первый, второй вариант. Будем смотреть ваша женская сила. Вообще ваша сила, она притягательна. Что отталкивает мужчин, что притягивает. И почему, возможно, из-за этого вы не можете встретить... Ой, сейчас, извините, свет настроим. Видите, новое для меня пространство, поэтому нужно подстроиться. Первый, второй вариант, как обычно, загадывайте, выбирайте. И в этом месте с невероятной историей, я вам уже рассказывала, что в эту поездку я не собиралась брать колоды, потому что было мало багажа, но почему-то именно вот золотое Арт Нуво мне пришло эта колода, и когда я приехала в этот отель, здесь все пропитано, вот это абсолютно гамма этого отеля, видите, вот я же сижу, вот этот вот золото-зеленый цвет такой, да, оливковый, бордовые подушки, вот там я вам только что показывала, да, то есть это абсолютно, вот эта колода, она пришла на этот отель, на эту тему, и сегодня будут нам от этой колоды большие подсказки. Ну что, первый, второй вариант, единички, я пока настраиваюсь на вас. Давайте смотреть, давайте смотреть. Ваша притягательность, ваша сила, может быть, ваша властность, что мешает в отношениях с мужчинами и притянуть именно своего мужчину, встретить вашего будущего мужа или наладить уже те отношения, которые сейчас у вас создаются. Давайте смотреть, единички, что вообще происходит у вас сейчас в жизни. Ну, понимаете, я же говорю, что вы, в принципе, такая женщина, что вы притягательны для мужчин всегда. И на самом деле очень много мужчин видят в вас женщину, с которой они как бы хотели бы отношений, которых она привлекает. И что самое главное, что вы думаете, и я вот сразу, вы про себя думаете, Ева, это не так, но ко мне никто не подходит знакомиться, у меня нету вообще никого, например, или вообще у меня нету мужчин. Но я вам скажу, что ваша сила, то есть вы настолько привлекательны, вы настолько классны, у вас настолько сильная энергия, что мужчины боятся к вам подойти, что вы настолько привлекательны, что они, смотря на вас, им кажется, что они вас не потянут, что вы не их уровень, что где вы, а где они, понимаете? Поэтому очень-очень много мужчин хотели бы вас видеть своей парой и испить с вами эту чашу счастья. Но вы, когда они на вас смотрят, причем вы можете сказать, я не молода, или я не так красива, как другие. Нет, но комбинация вашей энергетики, вашей внешности, то, как вы себя подаете, для очень многих мужчин очень притягательно. Поэтому то, что вам кажется, что вы незаметны, это не так. Я даже смотрю, что вот такое идет, как будто бы многие мужчины вокруг вас есть, и они специально как будто пытаются на вас не смотреть, потому что вы настолько, как бы страшно показать свое внимание вам. Я же говорю, что многие мужчины, на самом деле, вам это не верится. Вы сейчас слушаете меня и думаете, Ева, что ты рассказываешь? Но на самом деле, видите, очень много мужчин хотят именно с вами, не просто даже, знаете, вот там, они себе представляют, что вот с такой женщиной можно идти по далеким горизонтам, вот с такой женщиной можно строить семью, понимаете, потому что они видят в вас, как бы огромную силу, потенциал и женскую силу. Так, давайте еще смотреть. Я в общественном месте, поэтому немножечко сегодня тише говорю, возможно, чем обычно, надеюсь, вы меня слышите. Так, я же говорю, видите, шестерка кубков выходит. Я же говорю, что многие мужчины, вот видите, именно здесь вот мальчик и девочка, здесь мальчик, он чуть-чуть меньше. Вам кажется, что вы не дотягиваете до мужчин, и что вы слабее энергетически, может быть, по каким-то социальным, финансовым каким-то еще параметрам, да? Но нам показывают, что это отнюдь не так.
что вы женщина, которые хотят все преподносить подарки, да, и все хотят, скажем так, видеть вас своей как бы партнеркой, хотят с вами познакомиться, хотят к вам какие-то шаги проявить, но здесь, мне кажется, сейчас мы посмотрим, вы принимаете, но вот я вот вижу, что здесь немножко вот ваша сила, этот ваш магнетизм, он играет вам иногда и в минус. Давайте посмотрим, почему же так происходит. Ну, потому что, видите, вы по карте жрица, вы, я же говорю, что к вам могут бояться подойти, потому что чувствуют от вас просто невероятную энергетику, просто невероятный посыл. И это как и притягательно, так и отталкивающе одновременно, потому что все незнакомое, что-то удивительное, уникальное, оно, с одной стороны, и притягивает, и с другой стороны, отталкивает, потому что это что-то непривычное. Ты не знаешь, как к этому подступиться. И вот знаете, вот почему-то вот именно образ здесь пришел, вот как снежной королевы в хорошем смысле. Ну, как бы в хорошем смысле, да, что вы настолько как бы какая-то такая далекая, какая-то такая недоступная, что вот именно по жрице идет, что, понимаете, в этом как бы и ваша сила, и ваша слабость, да, в отношениях с мужчинами, потому что мужчины вас немножко побаиваются, понимаете? Они считают, что как бы вы такая какая-то, может быть, высокомерная, или какая-то вы далекая, или как бы... Почему-то идет, что как будто вот, знаете, такой образ идет. Вы, наверное, сейчас вот напишите в комментариях, кто себе узнал, как будто вы даже по улице идете, или вы заходите в кафе, или вы там на работе, или где-то в повседневной жизни, в транспорте, где угодно. Вы как бы чувствуете, что как бы мужчины, даже они как бы робко пытаются на вас смотреть, или как-то вот кто-то, вроде вы чувствуете постоянно поток внимания, но вы не можете это доказать, потому что никто не проявляет это активно, потому что есть какая-то, ну, как бы, знаете, вот какой-то такой страх, настороженность перед этим, потому что, знаете, это вот как трепетный цветок, вот который вот... кстати, вот видите, у меня здесь гвоздики, вот фиолетовый цвет, абсолютно вот такой вот, я поставлю их сюда поближе, да, вот куда-то сюда, такой духовный цвет, понимаете, фиолетовый, и при этом получается, что они очень нежные, понимаете, но они необычные. Все привыкли вот к гвоздикам красного цвета, понимаете, а тут они фиолетовые. И уже непонятно, они вызывают такой трепет, да, уже пытаешься рассмотреть, понять, а как с ними обращаться и так далее, понимаете. Поэтому сегодня вот именно так вот это пришло. Так, где-то подушечку возьму, извините, спина устанет долго сидеть, сейчас вот так вот немножко обопремся. Поменяем кадр так, чтобы это мне было удобнее. Так, ну, в общем, дорогие, вы поняли, да, как обстоят дела. То есть вы на самом деле, вы думаете, что вы недостаточно обворожительны, она показывает, что вы чрезвычайно обворожительны. И практически все мужчины, которые проходят мимо вас, так или иначе, понимаете, они император. Они, понимаете, они очень хотели бы с вами иметь, ну, как бы, понимаете, такой вот прям контакт, завоевать вас, потому что они понимают, что с такой женщиной, как вы, конечно, это такие победы будут, это такие будут, скажем так, классные отношения, но, понимаете, жрицу, такую женщину, ее потянуть может не каждый. Это женщина интуитивная, женщина чувствительная, которую не проведешь, не разведешь, которой есть четкое понимание, чего она хочет. Понимаете, для того, чтобы с такой женщиной быть, нужно быть действительно императором. То есть тоже не только финансово, социально, там, я не знаю, каким-то образом еще проявленным, нужно быть еще духовно, нужно быть еще сильным, нужно быть проницательным, нужно быть развивающимся, понимаете, это очень-очень важно. Поэтому очень многие мужчины, конечно, хотели бы с вами не только знакомство, но и продолжение. Но поскольку вы уникальная, опыт, который может быть с вами, он тоже уникальный. И это немножко их пугает, понимаете? Да. Вот интересно, понимаете, вот идут такие карты. Значит, у нас здесь 9 кубков. И у нас 6 пентаклей. Сейчас я вам расскажу, что они означают, потому что это следующий момент, который нам уже идет как подсказка, понимаете? То есть мужчины, знаете, вот такого немножко слабого десятка, не готовые на какие-то подвиги, на какие-то... Знаете, вот есть мужчины, которые готовы преодолевать, и есть мужчины, которые будут вот вариться в том болоте, которое есть, они не будут, как бы, знаете, слишком надрываться, чтобы что-то сделать. Вот именно с такими мужчинами, понимаете, вот именно с такими мужчинами у вас не получается, понимаете, это не на равных. Это не на равных контакт. Но именно такие мужчины к вам легко могут подходить, потому что это как халявная энергия, как легко, по легкости, понимаете? Но вам такие мужчины не подходят, понимаете? Вам нужен император.
потому что вы жрица, вам, ну, как бы вам даже не к каждому королю вы присмотритесь. А к обычному мужчине у вас будет очень много требований. И они это чувствуют. А мужчины, которые не сильно, понимаете, понимающие, кто вы, кто они и так далее, они легко к вам могут подойти, потому что они вас видят такой же, как обычно. А мужчины, у которых развита интуиция императора, они, понимаете, они чувствуют, какая вы сильный мужчина, чувствуют, что вы тоже сильная женщина, властная, с энергией, с запросами. У вас очень сильная энергия. То есть у нас принято что? Да, что сильная женщина, да, ей обычно попадаются такие слабачки, да, то есть такие хиленькие мужчины с такими слабой энергией, да, то есть их нужно на себе тянуть. Но, понимаете, тут это происходит ровно до такого момента, понимаете, пока вы не скажете «нет», пока вы не скажете, что я не буду соглашаться на меньшее. То есть именно здесь ваша сила, понимаете. Не зря вот именно этот отель, именно это лобби с открытием Маргарет Тэтчер, даже женщиной, которая была, по сути, достаточно жесткая. Это одна из самых известных женщин в мире, да, которую знают практически все. Ее имя, да, но она своей жесткостью, своей властью, да, она завоевала себе место в истории. Так вот, нам здесь говорят, что вам для того, чтобы победить в отношениях, понимаете, нужно действительно отпускать слабых мужчин, не готовых бороться, не готовых быть на вашем уровне. Вам нужно таких мужчин на первом же, понимаете, на первом же скачке их отпускать, при первом же даже знакомстве, когда вы чувствуете, не пытаться эти отношения продлевать за счет себя, а давать этим мужчинам уходить, не давать им шансы, не давать им бонусы, понимаете? То есть только император останется рядом с вами, потому что ваша сила, она не для каждого. Такие вот дела. Так. Так. Есть мебель красивая, а есть удобная. Вот здесь диван, он красивый. Среднеудобный. Так. Вот и вы понимаете, вот тоже есть женщины красивые, есть удобные. Вот не зря я вам сейчас это решила сказать. Есть женщины красивые, есть удобная. Понимаете, вот вы красивая, вы неудобная. Вот так вот. Сегодня такой расклад. Поэтому, понимаете, вот вам говорят, что вам нужно по-новому начать воспринимать знакомство с мужчиной, отношения с мужчинами, видеть в своей силе, в своей энергии, не слабость. Вот видите, даже я сейчас какую энергию, вы посмотрите мои рассказы, вот я сейчас подключилась к вашей энергии, такая четкая, структурная, мощная энергия, с большими запросами, с большими желаниями, не готовы найти компромисс на что-то меньшее, понимаете? Нам показывают, что если вы соглашаетесь на что-то меньшее, то вас впереди ждет пустота, понимаете, это пропасть. Поэтому он говорит, вам эта карта говорит, и вообще поток сейчас говорит, что нужно начинать по-новому. Нужно начинать относиться к себе и к тому, как вы начинаете выстраивать отношения, понимаете? Очень, очень сегодня хорошая подсказка для вас, понимаете? А вы привыкли, что ну я такая, вы думаете, вам нужно себя уменьшать, вы думаете, вам нужно себя в маленькую коробочку, вы думаете, что ваша сила, причем которую вы заслужили, я смотрю, вот понимаете, да, императрица. Вы понимаете, вот сила, которую вы заслужили, сила, которую вы заслужили, она пришла к вам не просто так, понимаете, вот это вы. Сила, которая к вам пришла, она не просто так, вы ее заслужили. И вам нужно эту силу, как бы, понимаете, нести вот так вот по жизни, понимаете, свой дар. Нужно нести по жизни, и нужно ценить это. А вы такая, ну я стала сильной, ну вы прошли большие испытания, большой жизненный путь, у вас за плечами много всего. И вы уже сидите на своем троне, понимаете, который вы заслужили. А вы как бы такая, ну раз у меня не получается с мужчинами, да, надо себя как-то под них уменьшить, чтобы получилось. Но нам показывают карты сегодня, что это не ваш путь. Это будет приносить вам, понимаете, вот королева жезлов, это не ваш путь, понимаете, это будет приносить разочарование. То есть вам нужно начать действовать по-другому. Королева жезлов, по-другому действовать, понимаете, не преуменьшать свою силу, не уменьшаться до тех мужчин, которые недостойны вас, понимаете? И придут тогда новые возможности, новые знакомства, новые шансы, понимаете? Вот тогда, понимаете, вот карта сразу же подсказывает. Смотрите, как она классно резонирует с тем, что здесь происходит. Такие вот дела, мои хорошие. Первый вариант, наверное, с вами будем заканчивать. Вам подсказка, видите, вот королева, это была королева жезлов, королева в пентакле. Понимаете, вот вы выйдете в состояние полного благополучия, вы получите то, что вы хотите.
если вы будете знать свою ценность. Так, сейчас я сделаю глоток воды, я прошу прощения, потому что я после завтрака набегалась. И... Прошу прощения. Так, поехали дальше. Двоечки, 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 двоечки. Настраиваюсь на вас. Давайте смотреть вас. Что нам скажут сегодня карты Таро и поток. Про вашу силу, про ваше влияние, про вашу власть над мужчинами. И, возможно, что-то в вашей силе мешает отношениям и знакомству с мужчиной. Давайте посмотрим. Потому что вы тоже, вот я смотрю, двоечки, не только сильные, но вы еще и очень энергетически такие заряженные. Вы такие, знаете, женщина-фейерверк, женщина-огонек. Просто вы такая пау. Вы такая пау женщина. В том смысле, что у вас есть запал. Вы не каждый день такая, но у вас есть этот запал. Кто-то вообще каждый день такой, знаете, батареечка такая. А кто-то, вот у вас есть такие моменты, когда вы можете быть очень яркой, очень запоминающейся. И в этом ваша сила, понимаете, вы очень сильная энергетическая женщина, вы сильная эмоциональная женщина. И, ну, видите, вот мои потоки всегда приходят, ну, понимаете, другие карты. Но здесь эта карта приходит первая, понимаете, вы женщина, вот я же говорю, что вы такая женщина-праздник, которой все хотят притянуться. Понимаете, вот всегда в моих потоках выходят одни очень часто и те же карты, но с разным немножко углом зрения. Это, знаете, как бриллиант, ты его поворачиваешь на солнце, он разными гранями играет. Вот это мои расклады. Так вот, видите, вот абсолютно вы женщина, которую все видят, какая вы энергичная, классная, сладкая, то есть манкая идет слово. И все хотят быть рядом с этим праздником жизни, понимаете? Ой, так, что тут у нас? Паш Кубов. Но я же говорю, что очень многие мужчины хотели бы к вам подкатить, конечно, и быть рядом с такой вот женщиной, понимаете, которая своим только присутствием в жизнь, девятка пентаклей, несет блага, понимаете? Это чувствуется, потому что главный ресурс женщины – это энергия, ее состояние, ее возможность любить, понимаете, способность любить. Вот. Но я смотрю, что вам очень часто попадаются холодные мужчины. И нам показывают это не просто так. И даже, может быть, мужчины, не способные проявлять любовь и чувства, и эмоции, вести какой-то очень, знаете, такой ясный, четкий диалог с вами, именно на эмоциональном уровне. То есть нам показывают карты сегодня, что вот у вас мужчина, вот я почему-то за голову взялась. А это вам какой-то, знаете, прям головняк идет, то есть вам головную боль это несет. Вам несет эта проблема, потому что вы эмоциональная, вам нужен человек такой же эмоционально чувствительный, понимаете? Возможно, рак, рыбы, не знаю, водолей, весы, какие-то, вот, может быть, даже львы, земные знаки или огненные знаки. А вам, может быть, у вас земные знаки, сказала водные или огненные, да, более эмоциональные, а вам, может быть, попадаются земные знаки, да, и воздушные вам бы еще подошли. Но вот земные знаки, понимаете, возможно, вам это очень тяжело. Это люди, которые не так легко вот вверх в импульсивность, в дыхание жизни идут, понимаете? И поэтому вы, эти холодные мужчины, может быть, сдержанные такие проявленные, как вам бы хотелось бы, именно в коммуникации, в отношениях, они вам дают боль. Ну, чуть за голову взялось, да? То есть это проблемы вам приносит, потому что когда мужчина не может быть на вашем эмоциональном уровне, и с вами как бы компит, с вами быть таким достойным вам партнером, то, соответственно, у вас ощущение, что с вами живет как бы человек холодный, не способный вам дать. Да, и из-за того, что вы, получается, можете даже требовать больше. Я же говорю, что разрешением отношений будет абьюзивность обычно. Понимаете, вот сразу башня выходит подтверждение. Именно это очень часто разрушает и вас, и ваши отношения, потому что у вас идет несовпадение. То есть как это работает? Вы очень манкая, яркая, к вам притягиваются очень мужчины, которые, вот там был король мечей, да, которые за счет вас хотят стать королем кубков. То есть тоже человеком, наслаждающимся жизнью,
но сами они не умеют наслаждаться, и они через вас, разрушая вас, беря от вас, как бы вампиря немножечко. Знаете, вот есть люди, которые умеют обмениваться энергией, мужчины, которые они дают, даже если они эмоционально не могут дать, то они через подарки, через финансы, через заботу, любые другие способы, они умеют в женщину вкладываться. А есть мужчины, которые не умеют вкладываться, они просто тянут, понимаете? Они не понимают, что просто так у женщины брать нельзя сексуальную энергию любви. И вот у вас такая проблема у двоечек, что часто вы притягиваете в свою жизнь мужчин, которые хотят халявы в каком-то смысле, понимаете? Вот такая вот штука, вот такая вот штука. И вам нужно это знать, понимаете? Что вы очень сильная, ваша сила, ваша власть, она именно в вашей сильной энергии, понимаете? Я же говорю, что очень часто вот такие вот мужчины слабенькие, которые в подвешенном состоянии, и за счет вашей жизненной энергии они как бы существуют. Вы можете даже понять, что вот вы встретились с мужчиной, у него начал как бы там бизнес или работа чуть лучше идти, он стал там как-то более активный, а вы, наоборот, более пассивные. Вы немножко, там, не знаю, может быть, часто бывает, что так вот пары складываются, а женщина там бросает свою карьеру, свою работу, свои проекты, да, свои желания, да, а мужчина, наоборот, начинает расти. И часто в таких парах конец такой, что мужчина поднялся по карьерной лестнице, заработал деньги, а женщина остается ни с чем. Так вот, это, кстати, часто может быть ваш сценарий или та штука, которая у вас может отыгрываться. Поэтому вам это нужно иметь в виду. И с самого начала чувствовать, если на равных обмен с мужчиной или мужчина по повешенному очень инертный, очень не умеющий дать, по сути, ничего, у него внутри ничего нету, понимаете, он сам в полу таком, знаете, лежачем положении по жизни. То есть можно дать только то, что имеешь, поэтому если у него то, что вам нужно, понимаете, а вы это звезда, я же говорю, что вам нужна, ой, звезда, она уж прям сегодня, понимаете, а вам нужно, как сказать, знать, что вы настолько уникальны, и ваша энергия, жизненная сила, ваши эмоции дорогого стоят, понимаете, и вы не должны кормить собой людей, которые не, мужчин в том числе, да, которые не способны, понимаете. А впускать, видите, какой вот единичек, тоже выходит император. Вы такая женщина, если там у нас была императрица, там была у нас жрица у единичек, то двоечки, вы королевы кубков, вы звездочки, у вас звезда. Вы уникальны, у вас очень манка, интересная энергия, понимаете, которая ценна. И только император может оценить. То есть вам нужно подпускать в свою жизнь только императоров, понимаете, а не размениваться по всяким королям мечей, которые, может быть, статусом вас привлекают, но на энергетическом уровне они не смогут совершить с вами никакой обмен. И я даже смотрю вот по королю мечей, это могут быть еще жадноватые мужчины, которые не понимают ценность женщины и ее роль в своей жизни. Это мужчины, которые могут сказать, типа, а что ты мне сделала? Или я вот все для тебя, а ты что делаешь? Что-нибудь в этом духе, понимаете? Начинаются вот такие вот подсчеты, расчеты, а ты что, а ты как это, да? То есть, потому что они мыслят материально, они мыслят холодно, понимаете? И вам с этим не договориться, понимаете? И получается, что вы теряете, а не получаете. Они получают, а вы теряете. Поэтому вам показывают, да, вот вы говорите, что... Ну вот даже пятерка здесь жезлов, она показывает... пятерка пентаклей, простите. Пятерка пентаклей, она показывает, что в итоге теряют оба, потому что когда кто-то постоянно дает, а кто-то постоянно берет и не отдает, да, то такие отношения обречены. В итоге оба превращаются просто в эмоциональных духовных коллег. То есть должен быть взаимный обмен. И если женщина не понимает, что она должна отдавать свою ценную энергию, свою ценность себя только мужчину, который достоин, и в то же время мужчина, который не понимает женскую ценность, ее обесценивает и не дает ей все, что ей необходимо, заботу, внимание, стабильность и так далее и тому подобное, все мы прекрасно знаем эти базовые вещи, да, то, получается, оба проигрывают. И вы, вот нам показывают карты, часто именно в таких отношениях. Но поскольку мы сидим сегодня в отеле, в лобби, который открыла Маргарет Тэтчер, нам это просто сегодня кричит, просто Вселенная, через этот поток вам она кричит, что вам нужно знать свою силу, не забывать свою силу, понимаете, ценить это и не понижать планку. Опять девятка пентаклей, потому что я про нее не сказала, да, я еще думала, я вам ее показала, но не сказала ничего про нее.
Потому что, понимаете, вы очень ценная женщина, вам нужно ценить себя и эту ценность не переуменьшать. Да, ну я же говорю, вот, вы женщина-праздник, вы женщина, которая умеет радоваться жизни, понимаете, и вам, конечно же, нужно вот знать это про себя и, ну как сказать, связываться с теми людьми, которые способны оценить, да, чтобы не метать, как говорится, бисер перед свиньями, да, вот именно абсолютно здесь такой момент, то есть связываться с людьми, которые способны по достоинству вас оценить, понимаете, тогда будет любовь к себе расти, тогда у вас будет появляться, понимаете, вот чувство собственного достоинства, что у нас здесь король жезлов, да, то есть по достоинству вы будете, у вас будет чувство собственного достоинства расти, и, соответственно, и мужчины будут это чувствовать, мир это будет чувствовать, понимаете. Так, дорогие мои двоечки, давайте еще для вас какую-то посмотрим ситуацию. Ну, я же говорю, голова болит. Вот я взялась за голову, вот связываясь с людьми, которые меньше вас по энергетике, а вы их кормите, вы их снабжаете. Это, как, знаете, такой паразитизм в каком-то смысле. У вас головная боль. Вы вот можете так сидеть и думать. Так вот даже вот я смотрю, кто-то вот так вот мне идет из потока, кто-то вот так вот вы можете делать, господи, ну вот у вас такое идет, что как бы вот так вот, может быть, здесь трете, какой-то вот идет такой висок, вот так вот вы делаете, какое-то такое, вы думаете, боже мой, ну что это такое, то есть вы какие-то такие слова говорите, вот я вижу, кто-то, ну поток общий, да, то есть я же по всем смотрю, да, то есть общее, у кого-то это может физически проявляться, у кого-то морально, кто-то просто так думает, да, расклад общий, кстати, если вы хотите, как бы расклад свой личный, то вы можете всегда мне написать в директ, и я посмотрю именно вас, телеграм. Но видите, вам все-таки нужно, видите, нам показывают карта Таро, двоечки, сделать какой-то шаг, по-другому начать себя вести, и дела будут сдвигаться, у вас будут и знакомства, и новые отношения с мужчинами, если вы поймете именно свою ценность и не будете ее раздавать всем, кому подряд, понимаете, и будет счастье, и будет у вас та семья, ведь те же карты выходят, что единчик, но абсолютно под другим соусом, понимаете. Посмотрите первый вариант, двоечки, вам будет интересно. Там очень другая сторона одной медали, вот эта грань, как бриллиант вот на солнышке играет, а другая грань. Так вот это абсолютно вы, понимаете, вот у вас будет абсолютно такое гармоничное, полное, видите, десятка куполов, ну, куда полнее, ну просто максимум эмоций, и это будет взаимно, а не так, что вы одна тянете на себе эмоционально всю историю, понимаете? Перестаньте тянуть, выходите из тех отношений, где люди меньше вас, понимаете? И вам придут все блага, которые вам нужны. Шестерка кубков, и будет все хорошо, вы будете чувствовать себя очень счастливо, понимаете? Придут совершенно другие мужчины, другие люди. Вы думаете, что вот сейчас я с этим не свяжусь, никто не придет? Нет, видите? Это карта, с которой мы начинали у единичек. Я же говорю, посмотрите, всегда смотрите. Дорогие мои друзья, вот смотрите всегда оба потока. Сегодня удивительный расклад, опять снова, когда одни и те же карты, но абсолютно разные, ну как не абсолютно разные, но разный угол, вот как бриллиантик, еще раз повторюсь, на солнце крутишь, разные грани открываются. Вот сегодня такой расклад, понимаете, и вы выходите в жизнь, у вас будет невероятное ощущение своей ценности. Это очень важно. Вот, поэтому сегодня вот давайте еще вытащим карту, сейчас перемешаю карту, подсказку для всех, для первого, второго варианта, совет вам, не подсказку, а вот такую вот подсказку-совет, скажем так, сегодня вот идет. Вот. Также хочу вам сказать, что вы, если вам откликаются мои расклады, вы хотите выразить благодарность, вы хотите стать постоянным, скажем так, гостем моего пространства, закрытого пространства, вы можете, там есть 3 уровня, по которым вы можете со мной взаимодействовать. Уровень благодарности, энергия гармонии, энергия изобилия. Так вот, на 3-м уровне раз в месяц по подписке у вас будет мой индивидуальный расклад каждый месяц. Поэтому пишите в Telegram, подписывайтесь на YouTube, и мы с вами будем работать. Вот видите, карта совет вам какая сегодня, и единички, и двоечки, дорогие мои. Если вы сейчас завершите, понимаете, вот этот вот порочный круг вашего поведения, все, что мы сегодня обсудили, если вы закроете это, понимаете, вот решите, окей, я так дальше себя вела, у меня был такой результат, я дальше так не хочу, это, понимаете, это вам нужно сделать этот шаг, понимаете, вам, королева жезлов, вам нужно сделать этот шаг, это решение за вами, пусть черная кошка вот этих событий больше вам не перебегает дорогу, понимаете? Вот эти вот маленькие вещи портят картину идеальную в вашей жизни. Поэтому вам нужно последить просто за этим, понимаете?
Потому что если вы этого не прекратите делать, вы будете снова, как у разбитого корыта, снова раз за разом будут повторяться одни и те же паттерны отношения. Поэтому вам нужно перейти в ценность себя. Вот такой вот вам совет, понимаете, сегодня. Подсказка, совет для всех. Сделайте этот шаг. Сделайте этот шаг. Паж жезлов, сделайте этот шаг. Первый шаг за вами. Вселенная ждет, понимаете? Вот у вас ждет ваш мужчина, ваше счастье. Оно на пороге, оно вам по судьбе. Но вы сами себе его как бы перекрываете, понимаете? Вот. У вас может быть все, что вам нужно, понимаете? Вот достаточно. И вы придете в ощущение достаточности, понимаете? Да, вот понимаете, вот идет, понимаете, даже здесь идет 8 мечей, потому что пока вы будете находиться в этих своих ограничениях, понимаете, вы будете, как сказать, находиться в состоянии, что вроде бы все хорошо, но как бы, понимаете, вот, ну вот нет, понимаете. И вот нам сегодня очень хорошо карты Таро показали и поток, что если вы, извините, отвлекаюсь просто людям, люди все, естественно, всем хочется интересно посмотреть, чем же я тут занимаюсь. Поэтому я всегда стараюсь, вы знаете, что мои самые любимые места для раскладов – это моя машина по дороге по моим всяким делам, потому что, конечно, всем очень любопытно, все хотят заглянуть, присоединиться к нашему с вами энергетическому потоку. Так, ну давайте последняя карта для вас, дорогие. Ну вот понимаете, вот еще раз подтверждение. Перестаньте раздавать свою энергию, перестаньте быть, знаете, как говорится, раздам все бедные, нищим всем. Такая благотворительность. Благотворительность, которая не ведет ни к чему хорошему, понимаете, в вашей жизни. Вы энергетически как бы подпитываете людей, которые недостойны, которым не нужно этого делать, понимаете? И вы в итоге тащите на себе, может быть, даже кто-то годами отношения, которые совершенно вам не по плечу. Вы достойны чего-то гораздо лучшего, понимаете? 7 пентаклей, вы гораздо достойного лучшего, и вы поработаете, займетесь этим процессом, понимаете, и у вас все получится. Чем может заканчиваться такой расклад, понимаете? Конечно же, картой Солнца. Вот я вам сейчас поверну камеру. Вот карта для всех, дорогие мои друзья. Посмотрите, вот эта вот гамма цветовая, она абсолютно вот под то, что у нас сегодня здесь происходит. Карта Солнца. Вы выйдете в это ощущение полного счастья, полной как бы радости, полного довольствия тем, что происходит, если вы оцените сами себя по достоинству, свою силу, свою власть, понимаете? И не будете преуменьшать себя под тех, кто вас недостоин. Все просто. Я была рада для вас почитать этот поток. Пишите обязательно в комментариях один вариант, оба варианта, потому что сегодня, в принципе, весь поток, как обычно, для вас. Пишите ваш отклик. Если стесняетесь, не знаете что-то сказать, напишите в комментариях просто сердечко или принимаю, благодарю, или да так и есть, да будет так. И я пойму, что вам откликнулся этот расклад. Для меня это очень важно. Еще раз повторюсь, если вам нужен личный расклад, вы можете написать мне в Telegram, ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Также вы можете стать постоянным участником моего закрытого пространства. И также там есть третий уровень энергии изобилия, и там ежемесячно для вас будет экспресс, такой расклад от меня из потока каждый месяц. Знаете, вот вы будете, знаете, как у вас есть возможность ежемесячно получать советы, подсказки и быть все время, знаете, в таком движении, да, вот, поэтому очень удобная подписка, удобная, скажем так, сервис, пользуйтесь, все на благо, все для вас, действуйте, и вы придете туда, куда вам нужно. С вами была Ева из Варшавы, в прекрасном отеле, который открыла Маргарет Тэтчер. С удачей, и пусть эта сила к вам придет. Увидимся в новых раскладах. Подписывайтесь, если вы хотите снова со мной увидеться и увидеть мои потоки. Я желаю вам счастья, радости и благополучия.